Здравствуйте еще, ребята! Поскольку меня достала эта женщина, очень настойчивая, очень такая, понимаете, порядочная, говорит: сними, расскажи людям, чтобы они не совершили ту ошибку, которую совершили мы. У ней было несколько кустов винограда. Она сама по национальности, вышла замуж за нашего полтавского, сама по национальности она или таджичка, или туркменка. Короче, из тех мест, где очень много винограда выращивают. И для нее виноград, понимаете, это, понимаете, просто растение на первом месте. Она очень любила делать из винограда, что-то наподобие наших голубцов. Только вместо капусты она использовала листья винограда. И для этого подходит лучше всего такой сорт, как мавр. Мавр – это сорт винограда, в котором листья, огромные, плотные, такие, понимаете, мясистые и, главное, экологически довольно чистые. Очень стойкие против, понимаете, разных гнильцовых заболеваний. И для ней, понимаете, это просто супер было. И вдруг у нее эти кусты пропали. Почему пропали? Где-то в интернете они вычитали, как надо в нашей зоне, понимаете, простенько укрывать виноград на зиму. И виноград пропал. Почему? Кто-то посоветовал. Раз виноградная лоза, любая литература говорит, виноградная лоза, столовые культурные сорта винограда, десертные, выдерживают температуру, как правило, 25 градусов. Есть исключения, допустим, тот же кардинал, 22-23 он держит. А, допустим, еще довольно популярный сорт, такой как Виктория, тут вообще 30 градусов держит. Зачем укрывать его весь? Укрывается только лишь плодовое звено. Вот это однолетний прирост. Мешком накрыл, нагнул его к земле, прищемил, а рукав и корневую систему не укрывает. Логически рассуждая правильно. Если виноград выдерживает 25 градусов, а у нас 25 градусов бывает редко, и то бывает день-два, зачем укрывать все, тем более, как у них тоже дорожка, дачный участок маленький, и, в принципе, хранить эту пленку негде. Дача маленькая, гаража у них там нету. Поэтому, когда весна приходит, все выбросит, а осенью опять ищи этот кружной материал, трать деньги, вези. Поэтому проще. И послушали советы этого человека. Только начали укрывать плодовое звено. Сучок замещения и стрелку. Все правильно. Укрывать его надо, потому что если, допустим, плодовое звено держит температуру, наука говорит, 25 градусов, то глазок, почка, из которого пойдут побеги, как правило, выдерживает температуру на 10 градусов меньше, 15 градусов. Поэтому замотали, пришкилили и все. Но тут не все главное. Не все так просто. Не надо укрывать многолетнюю лозу сам рукав. Он толстый, мохнатый, зачем его укрывать? А укрывать ее надо. Когда вы ее наклоняете, снимаете со шпалеры, слышен треск. Что такое треск? Лопается кора и древесина. А кора для растения – это то, что для нас кожа. Сними с нас кожу, мы от инфекции умрем. Если вы порезали палец, вы сразу или бинтом заматываете, или чем-то там присыпаете, или зеленочкой помазали. Кроме того, ваш организм сразу включается, чтобы это дело, понимаете, заросло, зажило. А виноград осенью впал в спячку. И он в спячке будет полгода до весны. А кора лопнула, появилась щель. Эту щель только и ждет разная гниль, которая живет на этом рукаве. Некрозы разные. Бактериальный рак только и ждет. Тем более осадки идут целую зиму, все это мочится, сыро. Виноград такой, понимаете, загубить элементарно. Дальше кончили с рукавом. Дальше корневая система. Корневая система современных культурных сортов винограда выдерживает морозы от 5 максимум до 10 градусов. А у вас зима бесснежная, а мороз бывает 15, бывает и 20 градусов. Что происходит? Да, основные корни, которые в земле глубоко, им ничего не будет. А вот росяные корни, они образуются каждый год на виноградном кусте, и начинают они расти прямо начиная от поверхности. Бывает, виноград даже выбрасывают в так называемые воздушные корни. Так вот, эти росяные корни, а многие виноградари, никто не делает, понимаете, обрезку этих корней, кербовку так называемую, никто не делает. Они зимой у вас, естественно, вымерзнут. Приходит весна, и эти вымершие корни начинают гнить.
Гниль пошла корневой системой. Корневая система проходит год-два, куст начинает чахнуть без причины. Кто не знает, ну чего, и удобряет, и поливает, а он чахнет. И как у них прошло несколько лет, и куст пропал. Когда начали выкапывать, корневая система прогнила. Поэтому никого не слушайте. Если виноградный куст у вас снимается со шпалеры на зиму, обязательно хотя бы слегка укрывайте. Укрывайте не только плодовое звено, где однолетний прирост, а и весь рукав и обязательно корневую зону. Потому что будет такая штука, как эта. Женщина мне с прошлого года все звонит и говорит: сними это видео. Мы влипли, понимаете, вот так по глупости пропал виноград. Кто-то же еще, понимаете, это посмотрел. Тоже, может быть, так, понимаете, клюнул на это дело. Поэтому имейте в виду. Желательно, конечно, еще штамп и пробелить, или, как я делаю, еще и присыпаю пеплом. Это хорошо, потому что эти трещинки, чтобы их немножко, понимаете, продезинфицировать. И обязательно пленкой. Любой, только непрозрачный. Можно мешком, сахарным мешком. Это отличная вещь. Можно пленкой, белой, желтой, непрозрачной. Я всю жизнь пользовался черной пленкой. Обыкновенный рукав, который продается, вы знаете, 1,5 метра шириной. У меня еще пол рукава осталось, хотя я виноград прошлую весну весь вырубил. Вот что хотел я сказать про укрытие винограда в нашей зоне. Не делайте так. Если укрываете, укрывайте полностью. Поэтому в нашей зоне не забывайте, если у вас морозы, бывает несколько дней всего-навсего до 20 градусов, а не дай бог, как у нас было, допустим, не прошлую зиму, а позапрошлую зиму, 27 градусов у меня показывал, градусник на уровне 2-го этажа. Обязательно никого не слушайте. Укрывайте хотя бы легкой какой-то накидочкой. Если вы живете севернее, и даже у нас, все-таки старайтесь укрывать, если виноградных кустов у вас немного, так как я в своем видео показываю, как укрывать это. Это будет гарантия 100%. Потому что многие я смотрю, вот виноград весной ожил. Так главная почка не ожила. А ожили только замещающие почки, которые очень выносливые к морозу. И потом это даже с этих замещающих почек начинают формировать лозу. Виноградные гроздья маленькие с них, а многие сорта винограда вообще не дают из замещающих почек на первый год урожая. Да, кстати, вспомнил же это блюдо, которое эта женщина, очаровательная женщина, понимаете, да, называется, по-моему, долма. Она просто без ума от нее. Кстати, меня угощали, отличная вещь. Но мои домочадцы что-то не хотят делать, все крутят, понимаете, из капусты. Поэтому имейте в виду. А лучше всего, когда вы выращиваете виноград, все-таки садите в лунки. Когда в лунке посажен виноград, когда вы наклоняете, трещит всегда меньше. А когда молодой куст, вообще не трещит. А треск, помните, это лопается кора. Это так, как бы наша кожа, понимаете, имеет надрезы. А инфекций сейчас, понимаете, очень много. Кто-то скажет, вот там где-то в центральной России, севернее, я, говорит, и не укрываю особенно, понимаете, сильно, и землей усыпаю, да, и, говорит, обрабатываю мало. Туда еще эти, понимаете, болезни не дошли, они дойдут. Серая гниль, овидиум, мельдью, у нас его полно, понимаете, а оно рано или поздно туда придет. Потому что, вы знаете, атмосфера такая, что дует, слава богу. Если у меня был случай, интересная вещь такая. Утром выхожу, возле подъезда стояла машина, там машина была у меня белого цвета. Стоит вся желтая. Подошел, глянул, песок, желтый, думаю, откуда? Глянул, соседние машины тоже желтые, и на асфальте желтые. На следующий день по телевизору сказали, в Сахаре была сумасшедшая буря, подняла эту пыль, и эту пыль принесло от центральную Украину, где там Полтава и где это Сахара. А тем более вы знаете, допустим, в Сахаре там же песок не такой легкий, как у нас, там песок тяжелый. Поэтому и мельдью, и овидиум рано или поздно туда придет. Поэтому пострахуйтесь. И лишний раз обработайте, и лишний раз укройте так, как положено. До свидания и будьте здоровы. Я скажу так, опять на меня начнут орать там, понимаете, что этот дед лепит. Может, что-то лишнее говорю, но тем